Здорово, народ, давно не виделись. Я немного приболел, плюс я сейчас часто путешествую, поэтому я постоянно куда-то улетаю, у меня то есть, то нету. Вот недавно был в Париже, в Франции, был еще в Италии, в Риме. Но мы после отдыха возвращаемся в строй и начинаем обзор рыночка криптовалют. Давно обзора рынка криптовалют не было. Рассказать вам, что я думал по рынку крипты. Опять же, у меня есть телеграм-канал, в котором я публикую всю информацию, поэтому обязательно подписывайтесь, ссылочка находится в описании. А мы погнали к графику биткоина. Мы здесь видим, что у нас был нисходящий тренд, который был успешно сломан, и мы вышли из него. Но меня смущает тот факт, что у нас не было ретеста. То есть мы вот вышли из этого наклонного тренда и не протестировали. Потому что обычно, когда мы выходим с канала, у нас еще есть ретест. То есть вот мы могли бы вернуться сюда, к 80 тысяч долларам протестировать, и потом идти дальше наверх. Но с текущих, если мы пойдем тестировать, то это уже будет 77. Люди опять будут паниковать, что все, бычка закончилась, опять медвежка, но на самом деле это все один большой просто бычий рынок. И на бычьем рынке нормально, когда происходит коррекция, это нормально, когда у нас коррекции, боковики, это все нормально. Цель моя по битку, опять же, минимально это 120-140 тысяч долларов, они остаются актуальными, я про них говорю практически в каждом обзоре. Это, опять же, минимальные цели. Мы можем улететь очень высоко, благодаря тому, что институционалы покупают очень много биткоина, ритейл пока еще не включился, потому что у ритейла нету денег. Если запустится печать денег, будут снижать ставки, то у ритейла тоже появятся бабки, это все запустится, просто улетит в стратосферу. Поэтому по битку я буллиш, несмотря на то, что у нас происходят коррекции, боковики, мне все равно, потому что цели у меня поставлены давным-давно. И если посмотреть график биткоина, то видно, что мы вырвались из нисходящего тренда. Здесь у нас есть такая зона сопротивления, которую мы никак не можем пробить. И можно провести еще такую вот наклонку, получается, от этого лоу до этого лоу. И у нас будет такой вот график, типа такой клин будет формироваться. Из него мы можем выйти в две стороны. То есть мы можем получить что-то такое, бам, бам, бам. И выход сюда наверх, покорение там 100 тысяч долларов опять. Либо можем выбиться вниз. Опять же, это все надо будет смотреть по ситуации. Пока что, типа, сложно сказать, куда мы выйдем. Но в любом случае это нужно смотреть по ситуации, потому что мы можем как вверх выбиться, так и вниз пробиться. Если у нас будет пробитие вниз, то можно смотреть шартовые какие-нибудь позиции со стопом за этот вот, получается, за эту зону сопротивления. И с обновлением вот этих вот лоев куда-нибудь сюда, 84. Потому что у нас здесь есть имбалансы не перекрытые. Здесь у нас имбаланс, здесь имбаланс. И обычно цена их перекрывает. Поэтому мы сюда еще можем сходить на коррекцию. И отсюда получить акцию, пойти наверх. Либо вообще протестировать вот этот нисходящий тренд, который у нас был. Длился достаточно-таки долго. И потом уже пойти дальше наверх. В целом, я буллиш по битку. Потому что, блин, с такой политикой Трампа криптовалютной нельзя быть ни быком. Я понимаю, что он там вводит пошлины, это негативно влияет в моменте на рынок, но в целом в долгосроке у него своя сумка забита альтами, в том числе альтами большинство, не биткоином, а именно альтами, поэтому ему будет выгодно раскачать рынки. Альты у нас обычно стреляют в конце цикла, у нас как бы длится цикл биткоина, роста биткоина, и в конце цикла при падении доминации BTC у нас идет перелив ликвидности из альткоинов, точнее из биткоина в альткоины. Так было очень много раз, давайте откроем какой-нибудь побольше график, одну недельку. И мы видим, что у нас каждый цикл заканчивался падением доминации, то есть переливом ликвидности из биткоина в альткоин. Прямо сейчас он делает восходящий тренд по доминации, и рано или поздно он сломается, и мы упадем вниз, и будет перелив ликвидности, то есть денег из битка в альты. Поэтому сейчас альты крайне недооценены, и я продолжаю накапливать альткоины. По эфириуму ситуация выглядит немного хуже, если так можно сказать, чем по битку, что мы пробились вниз с этого клина, и эфириум реально очень себя слабо чувствует. Даже если посмотреть график эфириум по отношению к биткоину, просто пробили все трендовые, провалились на дно 2018-2019 года. Даже вот сюда вот провалились, это вообще 16 год по отношению к биткоину. Но в любом случае это говорит о том, что эфириум крайне недооценен, и есть смысл его покупать. Опять же, когда будут все говорить, что эфириум супер экосистема, там супер топ, на хаях все будут покупать. Когда эфириум все говорят, что он говно, никому не нужен, и он на дне, никто не хочет покупать, хотя это наоборот нужно здесь покупать, потому что это самые лучшие инвестиционные возможности. Это не финансовые рекомендации, это лишь мои мысли и статистика, потому что когда здесь все хейтили эфириум, он потом развернулся и по отношению к битку дал кучу иксов. Опять же, все это на статистике можно посмотреть, на времени, на графиках. Опять же, я лишь опираюсь на цифры и на статистику, а не на то, что там кто-то там в интернете что-то сказал. Вот, поэтому информация такая на сегодняшний день, что по битку я бык, по альтам я тоже бык накапливаю. И даже смотреть по битку, давайте откроем годовой график. Смотрите, что у нас здесь интересная закономерность. У нас идет 3 года бычки, год медвежки.
3 года бычки, то сейчас остался последний год бычий по биткоину, если смотреть по статистике. И вот последний год по биткоину, обычно в конце года, под конец цикла, у нас идет перелив доминации, соответственно, и стреляют альты. Поэтому у нас еще есть время, чтобы заработать на этом крипторынке. Опять же, те, кто не накапливал альты, сейчас просто идеальные возможности для того, чтобы покупать. Лично я покупаю и продолжаю удерживать альткоины. Что делаете вы? Напишите в комментарии, будет интересно почитать. Также напоминаю, что у меня есть телеграм-канал Benzi Gang, абсолютно бесплатно, залетайте туда, много полезнейшей информации. Опять же, пишу свои мысли по рынку, делюсь всякой полезной информацией, ончейн-анализ, моими мыслями, новостями по крипте, кто что там покупает. Допустим, сейчас идет очень большая гонка за покупку BTC, допустим, MicroStrategy, ну, уже Strategy. Они практически догнали BlackRock по количеству BTC. И институционалы, фонды, они жаднейше накапливают, пока ритейл сидит в сторонке и говорит, что все пропало, страшно. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал Benzi Gang, чтобы быть в курсе всех крипто-событий, ссылочка находится в описании. Ну и на канал мы не забудьте подписаться, тут очень много полезной информации про альткоины, обзор альткоинов выпускаю, также шорты выходят, тоже смотрите, много полезнейшей информации, новости всякие публикую в шорты, поэтому тоже смотрите, чекайте, подписывайтесь, мне будет очень приятно, ставьте видосику лайк, пишите свой комментарий, а мы с вами увидимся в следующих роликах. Всем удачи, всем пока!